Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Сегодня у нас с вами 2 мая, понедельник, и сегодня достаточно сильный по своей энергетике день, поэтому обязательно на протяжении этого дня говорите одну простую фразу. Эта фраза поможет вам открыться потоку изобилия, достатка и благополучия. Почему именно это так? Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, сегодня у нас с вами 2 мая, и этот день будет проходить под девизом миротворца. Вы будете весь день помогать людям помириться, прийти к правильному решению или компромиссу. И очень многим людям, которые вокруг вас, это будет очень необходимо. Вашу поддержку и ваше расположение к ним. Но не избегайте возможности кого-то поддержать. Выслушайтесь и попытайтесь дать какой-то совет. Конечно, это должен быть дельный совет, а не лишь бы. Если вы не разбираетесь, то попытайтесь найти человека, который поможет или порекомендует что-либо. Насколько это вам удастся, конечно же, покажет время, но тем не менее все проблемы все равно будут решены. Вы сами почувствуете некоторое внутреннее облегчение и получите от этого настоящее удовлетворение. День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Сегодня можно строить планы, заниматься какими-то предварительными расчетами. Ваша способность предсказывать развитие событий сегодня проявляется весьма ярко. Также сегодня, вероятно, интересные предложения, которые можно немедленно принять. Вы можете сегодня и преуспеть в делах, если готовы в любых обстоятельствах действовать самостоятельно и идти вперед, невзирая на риск. Чрезмерная осторожность становится тем якорем, который мешает вам стремиться к успеху. Поверьте в себя, и ситуация изменится только в лучшую сторону. Да, день какой-то будет сложный, но не безнадежный. Дело в том, что энергетики у нас еще мало, начинается потихоньку растущая луна, и у человека двойственное такое понимание. То есть, если у него много энергии, то тогда он начинает достаточно сильно активничать. Поэтому правильная организация труда и умелая раздача указаний, тогда вы точно многое успеете, однако ваша цель не может быть достигнута. Ваши успехи сегодня связаны исключительно с вашим фантастическим трудолюбием и редкой настойчивостью, которая не желает признавать, что какие-то препятствия могут быть непреодолимыми и ищут все новые и новые пути к цели. Очень хороший этот день для тех, кто начинает работу в новой должности. Такие представители покажут себя только с лучшей стороны. День складывается тем лучше, чем больше оригинальности вы проявляете в решении проблем. Протоптанные тропы и известные пути не для вас, но вы ищете собственные дороги, которые оказываются, на удивление, очень короткими. Сегодня у вас очень остра деловая интуиция, что значительно увеличивает вероятность удачных коммерческих сделок. Сегодня очень удачный день для делового общения и проведения переговоров. Вашу точку зрения разделяют люди, от которых многое зависит. Удастся сегодня не только договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, но и вы сможете добиться первых совместных успехов. Друзья поддерживают вас во второстепенных вопросах, но, увы, не в том, что действительно для вас важно. Сегодня можно рассчитывать на помощь старших родственников, однако нужно быть готовым предельно ясно и, возможно, неоднократно объяснить, чего же вы хотите. Но день в меру все-таки удачен. Он открывает вам сегодня новые перспективы, но для того, чтобы использовать свой шанс, нужны смелость и напористость, и уверенность в себе. Поэтому сегодня доверяйте людям, которых вы хорошо знаете, и держитесь подальше от тех, кто пока известен лишь громкими обещаниями. День складывается сегодня неплохо, но довольно непредсказуемо. Обычно такое положение вещей вас радует, но сегодня вы предпочли бы чуть меньше неожиданностей и чуть больше ясности. Трудновато будет договориться с деловыми партнерами, которые обещают вам многое, но делать явно будут далеко не все. Вам, конечно, сегодня приходится выполнять несколько проектов одновременно, но вы можете рассчитывать на лояльную поддержку ваших сотрудников. Хорошее взаимопонимание между коллегами в сочетании с настоящей солидарностью восстановит вашу веру в общество.
Вы знаете, что можете рассчитывать на других людей. Это новое понимание вашей работы окажет положительное влияние на окружающих. Ваши мысли, вероятно, заняты более интересными проектами. Если вы попытаетесь переключиться, то не сможете переключиться, так как это может оказаться пустой тратой времени. Вам не повредит, если вы подождете и несколько дней. Вам сегодня приходится рассчитывать на свои собственные профессиональные успехи, однако отношение к вам руководства будет не самым лучшим, поэтому старайтесь не нагнетать обстановку, избегайте конфликтных ситуаций и демонстрируйте уважение к авторитетам и лояльность. Сегодня вам будет чрезвычайно важно сохранять самообладание и спокойствие в общении с другими людьми. Ваша рассудительность завоюет вам признание и симпатию со стороны всех сотрудников вашего офиса, в том числе и со стороны вашего руководства. Если у вас в настоящее время есть финансовые сложности, то сегодня постарайтесь сконцентрироваться на них. Возможно, вы получите шанс наконец-то с ними распрощаться. Если вам будут предлагать помощь те, от кого вы не могли ее ожидать, можете идти на диалог, но не стоит сразу соглашаться, сразу же включайте свойственную вам рассудительность. Сегодня не стоит говорить о денежных делах своим близким и тем более вашему любимому человеку. Все решится наилучшим образом, главное, не спешите ко всему подходить с холодным рассудком. Во всяком случае, сегодня вкладывайте деньги, делайте покупки и давайте в долг. Тоже это не лучшее время. Осторожно с нововведениями и экспериментами. День для этого совсем не подходящий. Люди, которые обещают вам помощь и поддержку, едва ли сегодня сдержат свое слово. Так что в самый неподходящий момент вы можете оказаться наедине с собственными нереализованными идеями. Поэтому сегодняшний день будет благоприятен больше для творчества и креатива. Но не мешайте своим талантам и умениям прорываться наружу, потому что сегодня это надо. Вы даже сами будете удивлены, насколько вы одаренная личность. Соберитесь с друзьями и расскажите им о своих интересах. Возможно, им понравится время, проведенное вместе с вами. Старайтесь этот день больше уделять внимание своим близким, знакомым. Возможно, сегодня у кого-то это рабочий день, а у кого-то выходной. Все равно постарайтесь выделить хотя бы немножечко своего личного времени, чтобы пообщаться со своими близкими, родными, потому что таким образом вы наполняетесь энергией своего рода. Это очень важно. И обращаем ваше внимание, друзья, что по лунному календарю, как мы уже сказали, сегодня 2-е и 3-е лунные сутки. Начало растущей луны в знаке зодиака Близнецы. И вы знаете, Близнецы — это такой двойственный знак. С одной стороны, все во благо, с другой стороны, все на разрушение. И тут зависит только от нас с вами, готовы ли мы отправить все в нужное для нас русло. Если вы хотите пробыть в этот день в апатии, в недовольстве, в злости, в зависти, то так и пройдет ваш день. Но если вы хотите пробыть этот день в гармонии, в изобилии, в достатке, в благополучии, значит, вам нужно перестроиться, даже если вам сейчас тяжело и у вас есть какие-то проблемы. Помните о том, что проблемы — это ваши жизненные уроки, которые вам нужно пройти с тем или иным человеком. Помните о том, что мы пришли в этот мир не просто так, а для решения и повтора определенных ситуаций. Также, пожалуйста, действуйте в этот день осторожно, аккуратно, старайтесь подбирать слова и ни в коем случае сегодня не спешите с выводами, даже если вам ваша подруга позвонит и расскажет очень важную информацию, не делайте выводы, просто примите к сведению, а примите уже решение уже в другие дни. Обращаем ваше внимание, то, что начато в эти лунные сутки, получит достаточно мощную поддержку высших сил, а также принесет счастье и богатство. Поэтому именно в этот день, друзья, вам нужно время от времени произносить следующую сильную фразу, которая заложит основы на весь лунный месяц. И звучит она следующим образом. Новый месяц наступил,
путь деньгам ко мне открыл. Благодарю и принимаю. Не бойтесь эту фразу говорить на протяжении всего дня. Едете в общественном транспорте, говорите. Планируете идти на совещание к руководителю, говорите. И вообще, готовите ужин, также говорите. Новый месяц наступил, путь деньгам ко мне открыл. Благодарю и принимаю. Друзья, всем желаем прекрасного 2 мая. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Друзья, ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал. Там очень много для вас полезной, важной, нужной информации. Также прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас, друзья, вы на экране видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам интуитивно интереснее, и смотрите. Знаете, там есть подсказки от высших сил и много полезной и важной информации.